В 29 лет, 2 года назад, мне диагностировали аутизм, или расстройство аутистического спектра, или синдром Аспергера, или высокофункциональный аутизм. И сегодня мы хотели бы снять совместное видео с моим мужем, Женя, и мы будем отвечать на вопросы из теста на аутизм. Женя нейротипичный. Это так звучит ужасно! Может, не... Мне показалось, что было бы интересно снять подобное видео, и вы в комментариях меня поддержали, потому что мой муж нейротипичный, я аутичная, и было бы интересно посмотреть, как мы ответим на одни и те же вопросы. Я оставлю ссылку на тест, который мы будем проходить, в описании, вы можете тоже его пройти, если вам будет интересно. Конечно, подобный тест никак не является каким-то способом диагностики аутизма. Вы можете с помощью него только заподозрить и далее уже обратиться к психиатру с подозрениями. Но я решила, что этот тест достаточно интересен, чтобы использовать его в видео. В нем 50 вопросов, и я думаю, что будем начинать. Давай. Сейчас, подожди. И еще думаю, что это видео будет одним из самых естественных, потому что я не готовилась впервые в жизни, не писала текст заранее, и мы будем просто в формате разговора отвечать на вопросы и, возможно, делиться каким-то своим опытом. Да. Я буду зачитывать вопросы, и мы будем у себя в телефоне отвечать, и в конце поделимся результатами. Итак, первый вопрос. Я предпочитаю делать что-либо с другими, а не самостоятельно. Сейчас я попробую понять, о чем вопрос. Фибу! Фибуш. Коточка. О, это будет долго. Мы разогреемся, будет лучше. Нет, не Да. знаю. Может быть, просто не все вопросы отвечать? Все. Итак, первый вопрос. Я предпочитаю делать что-либо с другими, а не самостоятельно. Полностью не согласна, потому что мне проще делать все самой. Я очень придирчива к тому, что я хочу получить, какой результат. И чаще всего я просто переделываю все, мне кажется. Как-то так получается. Если брать, например, школу, то, боже мой, коточка. Я ненавидела все эти, когда объединяли в группы, и нужно было что-то делать в группах. Для меня это был всегда кошмар. Но я ответил скорее не согласен. Я все равно люблю, когда весь контроль у меня и делать свои дела самостоятельно, но все же, наверное, в некоторых ситуациях, допустим, какие-то планирования задач или обсуждения, как что-то сделать, меня устраивает, хотя вот в университете я не любил, когда объединяли в группы, но да, в целом предпочитаю работать самостоятельно. Может, уже какую-то только валидацию того сделанного проводить с другими людьми или обсуждать, или, как я сказал, планирование. Но, в принципе, самостоятельно, поэтому скорее не согласен, но какие-то вещи можно и с остальными поделать. То есть ты ответил «скорее не согласен». Скорее не согласен, да. То есть почти одинаково. Я предпочитаю делать что-либо тем же способом снова и снова. Может, ты будешь теперь отвечать? Скорее не согласен. Какие-то вещи мне нравится делать одним и тем же способом, но опять же, это какая-то на той же работе, если все время одно и то же, то это надоедает. Достаточно продолжительный отрезок времени могу делать все одним и тем же способом, но потом надо как-то менять подход, что ли, чтобы было интересней. У меня вообще мозги не работают, и мне кажется, я не совсем соображаю сейчас. Я точно знаю, что я отвечу полностью согласна. Просто я люблю делать все одним и тем же способом. И не очень люблю как-то менять что-то. Это может касаться и каких-то там выбора блюд в ресторане. Я все время одно и то же ем. Это какой-то порядок, например, того, допустим, как я выполняла домашние задания. Я всегда начинала с одного и того же предмета и шла вот... Каждый предмет у меня был в своем порядке. Если я пытаюсь что-нибудь вообразить, мне легко мысленно создать зрительный образ. Я отвечу скорее не согласен. С одной стороны, у меня нет проблем с тем, чтобы что-то представить, но когда я, например, читаю книги, я не могу представить что-то с нуля,
я представляю на основе чего-то существующего. То есть, например, если в книге описывается дом или квартира, то или даже замок, я представляю это на основе квартир, которые мне знакомы с детства, и одного дома, который мне также знаком с детства. То есть мне сложно представить какую-то новую квартиру или даже замок. Интересно, да, потому что если это как будет комната в замке описываться, ты представишь существующую. Но она будет не прям точь-в-точь такая, как этот дом, просто он будет какой-то там, может быть, там какие-то будут колонны стоять, но в целом это будет какая-то планировка этого дома. Я полностью согласен. С представлением, воображением, по мне так нет никаких вообще проблем. Я это не могу выражать, потому что я не рисую ничего такого, но представить любые какие-то там фантастические полностью вещи просто, нет проблем, потому что какие-то ограничения стоят в этом плане. Ну да, я думаю, что у тебя очень хорошая фантазия. 4-й вопрос. Я часто настолько концентрируюсь на чем-то одном, что теряю из вида все остальное. Полностью согласна, потому что для меня имеет место быть так называемые специальные интересы, хотя я не люблю это название, потому что для меня это скорее какие-то интенсивные интересы. Почему они специальные? Они не обязательно должны быть специальными. В разные периоды жизни я сконцентрирована на каком-то подобном интересе, который захватывает все мое внимание, и мне сложно фокусироваться и концентрироваться на что-либо, что не касается этого интереса. И даже когда я занимаюсь какими-то делами, я все равно мысленно постоянно улетаю, отвлекаюсь на то, что является моим интересом интенсивным. В контексте, например, сесть и сконцентрироваться на фильм и не думать о чем-то другом или каком-то занятии, нет проблем, но в какой-то плане то, что думать о разных вещах по жизни одновременно, это у меня всегда происходит, я думаю о многих вещах. То есть это очень зависит от контекста. Скорее тогда, наверное, не согласен. Да, потому что на той же работе много разных задач, и ты не в что-то одно, только прям сфокусировался и про все остальное забыл. Ты как-то на все вещи уделяешь какое-то внимание. 5-й вопрос. Я часто замечаю слабые звуки, которые не слышат окружающие. Я поставлю скорее согласен. Мне всякие фоновые шумы и так далее, я их слышу. Они меня не раздражают. Просто я, допустим, знаю, что некоторые люди, мне кажется, им все равно какой-то шум, там, гул с улицы и так далее. Я это слышу. Не знаю, касается ли этого прям этого. Но это не какие-то там прям специфичные звуки. Ну да, тут не сказано про специфичные звуки, но в моем случае я могу замечать некоторые звуки, которые даже в какие-то моменты я могу и не замечать. Это особенно выражается, когда я чем-то была сильно уже утомлена, при сильной усталости, или даже я могу начинать замечать простое чавканье, и какие-то звуки становятся для меня более... Я становлюсь восприимчивее к ним. Они могут меня либо раздражать, либо быть болезненными. Ну и есть те звуки, которые, в принципе, мне болезненны, и не то чтобы я их слышу сильнее, просто они конкретно мне доставляют дискомфорт, либо боль. Тут говорится про слабые звуки, которые не слышат окружающие. Но обычно никаких галлюцинаций у меня нету, поэтому... Да, странный вопрос. Ну да, то есть тут как будто какие-то слабые звуки, которые тихие, но ты их слышишь. Да, холодильник в другой комнате. Например. Кстати, да. Например, тиканье часов, я думаю, мы оба замечаем. Да, эти вещи бесят. Да. Следующий вопрос. Я обычно замечаю номерные знаки машин или сходную информацию. А что еще делать, когда в пробке стоишь? Так сказать, за номерными знаками я не охочусь, но вижу их просто, и все, поэтому скорее согласен. Ты замечаешь номерные знаки? Замечаю. Ты их читаешь и анализируешь? Там смешные бывают иногда. Ну да. Для меня это, наверное, вывески. Я постоянно обращаю на них внимание в том плане, что я смотрю, разделяются ли они попарно, по буквам. То есть читаю их по 2 буквы, и если в конце, допустим, остается одна лишняя буква, то у меня такое... Мне хочется, чтобы везде было по 2 буквы, и эту лишнюю букву и хочется куда-то убрать, и у меня есть такая какая-то
Ну тогда да, наверное. Зацикленность, то Да. есть, наверное, да. Делаешь ли что-то ты особенно с этими номерными знаками? Ну, я не делаю. Другие люди часто говорят мне, что сказанное мною невежливо, хотя я думал, что это вежливо. Не слышал особо, чтобы мне кто-то говорил, что что-то невежливо. Ну да, ты, наверное, очень аккуратен в подборе слов. В моем случае я тоже как будто стараюсь, чтобы никого не обидеть, но были случаи, когда я очень быстро что-то говорила, не подумав, и да, были такие случаи, что я уже потом понимала, что я сказала что-то не совсем вежливо, что-то, возможно, что могло обидеть другого человека. Ну, или написала. Ну, написала, да, в Да, основном то есть это даже более поздняя реакция. То есть я написала, а потом понимаю, что это было как-то... Сообщили тебе. Ну, скорее мне так. сообщали, что... То есть я отвечу, что скорее согласна. Когда я читаю рассказ, мне легко представить себе, как могли бы выглядеть действующие лица. Мне нелегко, то есть я полностью не согласна. Не представляю себе вообще лица, то есть я их не вижу. У Ну, там действующие лица в плане персонажей, я думаю, а не лица именно. Задается вопрос. Но я отвечу скорее согласен, потому что я легко представляю самих персонажей, например, там описывается, не знаю, там броня или что-нибудь, как они одеты, всякое такое. А именно лицо я редко представляю, потому что, ну, это скорее какая-то такая размытая масса, если это не очень специфичный персонаж. Ну да, я тоже, у меня довольно размытые персонажи. Я как-то... Да, но я отвечу скорее согласен, потому что вот, допустим, сюжет я читаю, где эти люди находятся, где они стоят, как они двигаются, в чем они одеты. Это будет, в принципе, как Midjourney сгенерирует. Примерно. Очень близко, но что-то там 6 пальцев, например, на руке. Но этого никто не заметит. Меня завораживают даты. Полностью не согласна. Я как бы, ну, тоже не согласен, прям завораживает. И иногда интересные даты бывают, да. Но Ну, да. как-то, ну да. В компании я легко могу следить за разговорами нескольких разных людей. Полностью не согласна. В компаниях я ничего не понимаю, что происходит. Скорее согласен, потому что я слышу, о чем люди разговаривают, ну, допустим, 2 компании за столом или 3 компании за столом. Меня это раздражает, потому что начинаешь чувствовать, что люди разбились на группы, и кто-то вообще, кто не может уследить за всеми, остается один. Меня это раздражает, мне не нравится, когда люди так общаются, но уследить вроде бы как-то да, по крайней мере слушать, подслушивать, так сказать, пока одни говорят, слушаешь других, потом третьих. Поэтому скорее да, но это такое просто подслушивание. Я считаю легкими ситуации, связанные с общением. Полностью не согласна, потому что они сложные. И я стараюсь их избегать. Скорее не согласен. Не так, что я как-то боюсь этих ситуаций. С близкими друзьями это, конечно, легко. Особенно, когда вы уже начали говорить и находитесь где-то, но общаться, просто вот подойти к кому-то и начать общаться, это сложно. Скорее не согласен, но прям супер драматичными это я не считаю. Но для меня даже с близкими друзьями это всегда какая-то работа и стресс. Даже если мне приятно общаться с человеком, для меня все равно это сложно. Я склонен замечать детали, которые не замечают другие. Я думаю, что это правда для тебя. Где-то посерединке между скорее согласен и полностью согласен, потому что в каких-то ситуациях найдется кто-то другой, кто заметит что-нибудь, но я замечал, что, допустим, когда гуляешь с кем-то или идешь где-то, или едешь куда-то, люди будто бы... Ты смотришь столько всяких вещей вокруг, а люди частенько просто проходят мимо или, не знаю, как-то невнимательно, что ли, или неинтересно. Ну, не знаю, да, я люблю смотреть вокруг, смотреть на маленькие вещи. В том же на работе тоже люблю на всякие детали обращать внимание. Отвечу, наверное, не знаю, полностью согласен. Ну, в моем случае я отвечу, не знаю пока как отвечу, я сейчас объясню. С одной стороны, когда вот мы тоже гуляем, он постоянно показывает на какие-то маленькие детали у зданий, какие-то вещи у ландшафта замечает. Я, в свою очередь, всего этого не вижу. Возможно, по той причине, что я в целом, когда где-то вне своего безопасной среды обитания, я, возможно, как-то слишком, не знаю, смотрю
под ноги, как-то закрываюсь и так далее. Возможно, с этим связано. Но если говорить о вещах, связанных с работой, то я очень сильно обращаю внимание на детали, я могу в них копаться просто невероятно долго, тратить кучу времени. Да, в делах я очень зациклена на деталях, чтобы все было идеально до мельчайших мелочей. Что касается замечать вокруг какие-то детали, я думаю, что это для меня не верно. То есть я бы ответила скорее согласен. Я скорее пойду в библиотеку, чем на вечеринку. Зависит от вечеринки. Зависит от библиотеки. Наверное, я в библиотеку не пойду. Я и не пойду ни туда, ни туда. Вечеринка, это очень зависит какая для меня. Если это такие, как у нас с друзьями обычно, то да. Там, где какие-то типа дискотеки, что-то такого, это точно не по мне. Я хожу на рабочие мероприятия, мне нравятся они. Да, вот эти какие-то, может быть, в классическом понятии вечеринки там с алкоголем, типа где весело, как будто должно быть, но не очень весело. Туда нет. Но и в библиотеку я тоже не пойду. Поэтому я не знаю, что ответить, потому что в библиотеку я не хожу. Зачем мне ходить? Да, мы можем читать да. на букридере. Этот вопрос устарел. В сути, если вопроса, то, наверное, это скорее будет библиотека. Хотя в библиотеку я бы не пошла, но я скорее выберу какую-то маленькую компанию. Ну да. Друзья, не прям на вечеринку. Ну ладно, я кликну «скорее согласен». Я тоже отвечу «скорее согласен». Следующий вопрос. Мне легко сочинять истории. Я отвечу полностью не согласна, потому что я не могу сочинять истории. Это выражалось в детстве в том, что я не могла играть даже в какие-то сюжетные игры. Я не могла с какими-то игрушками там придумать какую-то сценку. Я не знаю, как это делают вообще. Я поставлю полностью согласен, не буду сильно объяснять, но просто вот, допустим, даже ты про игры в детстве привела пример. Для меня как бы создать там свой сериал бесконечный, это нормально, не было никаких проблем с этим. Меня больше тянет к людям, чем к вещам. Ну, наверное, к людям, а к каким вещам тянуть можно? Но меня больше тянет, я думаю, к вещам и к животным. Ну, я поставлю, наверное, скорее согласен, потому что я просто не до конца понимаю вопрос, каким вещам. Ну, мне нравится компьютер, нравится гитара, но у меня немного вещей в целом. Как бы. Мне кажется, ты сейчас понимаешь вопрос очень буквально, как аутичный. Да, наверное, не знаю. Скорее согласен, мне больше тянет к людям, чем к вещам. Так, я отвечаю полностью не согласен. Я склонен к очень сильным интересам, и я расстраиваюсь, если не могу им следовать. Я отвечу полностью согласен, потому что я уже рассказала об этом, что у меня есть эти интенсивные интересы, которые захватывают всю меня, и мне хочется на это тратить все свое время. Да, могу ли я ответить? Тоже полностью согласен, потому что для меня мои интересы тоже достаточно сильные эмоциональные качели, я не могу уделять им времени, столько, сколько хотелось бы, но они очень важны для меня. Я получаю удовольствие от разговора ни о чем. Я отвечу, что полностью не согласна, потому что мне нравится говорить в основном о том, как бы это ни звучало, о том, что является моим интенсивным интересом, и мне очень сложно дождаться какой-то своей очереди, когда я могу об этом наконец-то поговорить. Хотя понимаю, что это чаще всего неинтересно, поэтому стараюсь не говорить об этом слишком много, но разговоры ни о чем, особенно когда они прям вообще ни о чем, для меня это очень сложно. Скорее не согласен. Мне нравится разговаривать о каких-то конкретных темах, но не так, что мне прям, если... Ну, просто бывают разные ситуации, в которых эти разговоры ни о чем, это, в принципе, единственное, о чем возможно поговорить. Потому что там нет времени углубляться, или больше людей, вы все просто болтаете о чем-то. Тогда это нормально, и тогда это доставляет удовольствие, но прям... Но предпочтение я дал бы более каким-то направленным разговором. Для меня просто это не легко говорить ни о чем. Я всегда уплываю в какую-то свою тему. Я понимаю, что она далеко не всегда уместна и интересно другим. Когда я говорю, другим не всегда легко вставить словечко. Когда я говорю, я очень редко говорю. И часто меня, мне кажется, перебивают. Так что
Ну да, я могу подтвердить это. Тебя часто перебивают. Наверное, потому что иногда ты дольше формулируешь мысль Ну да, какую-нибудь. как Да, сейчас я могу зависнуть на какой-то фразе посередине, и кто-то считает, что это отличная возможность, чтобы начать да. вещать самому. У тебя скорее просто уязвимость к людям, которые хотят вещать свою информацию. Тебя легко перебить. Про себя скажу, наверное... Сложно вставить слово, когда он говорит. Ну, мне тоже так кажется, потому что я, когда говорю, я уже тараторю, Да. если это начал, то... Но Но я не стесняюсь с ним. да, и не так, что я прям... Я иногда проверяю температуру, хочет ли кто-то другой уже что-то сказать. И ну, опять-таки, это может связано с этими наблюдениями, то, что я смотрю, что другие люди... Есть кто-то, кому я надоел совсем, но я начинаю понимать, что я кому-то надоел, или кто-то что-то хочет сказать. Но скорее... Ну да, скорее согласен, наверное, другим не всегда легко вставить словечко, да. Меня завораживают числа. Полностью не согласна. Тоже скорее не согласен. Когда я читаю рассказ, мне трудно разобраться в намерениях действующих лиц. Ну, я думаю, что ты, допустим, часто, когда мы что-то смотрим, ты можешь достаточно заранее понять, что к чему вообще ведет. Возможно, даже идею какую-то основную угадать фильма или развязку. Для меня всегда это сюрприз. И при развязке тоже могу ничего не понимать. Мне, получается, надо скорее не согласен. Мне потому что я как будто понимаю, кто есть кто. В школе, например, тоже, когда кто-то, пару случаев, я не совсем понимал, почему учителя не понимают, что этот человек просто врет. Или как это, когда втирается. Мне казалось, почему люди такие слепые. Я не очень люблю читать художественную литературу. Полностью согласна. Я не люблю читать художественную литературу. Для меня интереснее, быстрее посмотреть какой-то фильм. Мне больше интересует литература какая-то связанная с психологией или чем-то таким прикладным, что ли. И истории для меня слишком длинные и затянутые. Если только это не Гарри Поттер, конечно же. Ну, я поставлю, если мы говорим про читать, художественную литературу, именно читать. Слушать тоже считается. Ну, я поставлю все равно скорее согласен, потому что то, что я слушаю, это часто просто, чтобы фон во время готовки или когда идешь гулять. Это не очень, почти не бывает, что я вот целенаправленно сяду художественную литературу. Ну, ты много слушал. Я много слушал, но это просто как параллельно, допустим, я готовлю еду или кушаю в обеденный перерыв, тогда я слушаю, тогда мне немного сложно просто сконцентрироваться на какую-то более полезную информацию. Хотя в последнее время мне сложно переключиться обратно, я уж перестал слушать художественную и теперь слушаю тоже другую литературу, так сказать. А если читать, то уже не художественную, скорее. Мне сложно заводить новых друзей, поскольку я много общаюсь в интернете и вообще свечусь в интернете, то люди как будто сами тянутся и часто предлагают даже встретиться, что скорее согласна, потому что вживую я бы не смогла ни с кем завести дружбу. Это только если я долго общалась как-то через интернет с кем-то, и тогда я, возможно, могу с этим человеком как-то и вживую встретиться и дружить. Ну, у меня такое двоякое. Друзья — это такое интересное, немножко другое понятие, например, от знакомых. На той же работе мне достаточно легко, общаться с людьми, какие-то такие более дружественные отношения, дружественного характера отношения строить. Сложно сказать, прям друзьями мы там становимся. На Новый год не собираемся уж точно. Но в этом плане достаточно легко мне это дается. Но вот именно завести новых друзей, я не общаюсь в интернете, общаюсь только с друзьями, которые есть. То я, наверное, отвечу скорее согласен, мне сложно. Я к этому тоже и не стремлюсь. Мне легко, мне кажется, что мне легко дается общаться, если, допустим, человек пришел какой-то новый в компанию с каким-то другим человеком, которого я знаю уже, там уже сойтись. Но вот так вот полностью с каким-то другим человеком, которого я не знаю вообще. Скорее согласен. Прям друзей заводить новых сложно. Я все время замечаю узоры на вещах. В смысле, я их вижу, но я на них не циклюсь. Я полностью не согласен, потому что, узор есть, хорошо. Ну ладно, я скорее не согласен, наверное, мне тоже так. Я скорее пойду в театр, чем в музей.
Но я скорее пойду в музей. Поэтому я напишу, что скорее не согласен. Не знаю, да, скорее не согласен, наверное. Но это не какой-то там ненависть к театру. Я не сильно огорчаюсь, если мой распорядок дня нарушен. Полностью не согласен. Я очень сильно огорчаюсь, если что-то, что я распланировала, или что-то, если пошло не так, там, то это может быть. Я могу начать истерить, да? Ну, у тебя настроение очень сильно портится. Очень близко к полностью не согласен, но если уж поставлю скорее не согласен, в некоторых ситуациях я могу быть как-то эластичный, да. Не, давай полностью не согласен. Мне даже легче жить, когда я знаю, что будет сегодня. Я часто замечаю, что не знаю, как поддерживать разговор. Полностью согласна. Я никогда не знаю, как поддерживать разговор. Я очень стараюсь, но поэтому мне было легко с тобой общаться, потому что ты заполнял всю пустоту, и мне можно было не беспокоиться, потому что я молчу и не знаю, что сказать. Это сложный вопрос, потому что тут очень зависит от ситуации. Если с друзьями, то я не знаю. Ну, вот ты говорил мне тоже, то, что я как филлер немножко работаю, то, что какие-то вот эти все паузы неловкие, пытаюсь заполнить, мне прям нервничать начинаю, если кто-то молчит, и тишина, и все грустить начинают. Не знаю, тут посередине, но я поставлю скорее не согласен, если, брать друзей. Мне легко читать между строк, когда кто-нибудь со мной разговаривает. Мне кажется, что мне легко, то есть нет такого, что я не замечаю какие-то микросигналы, возможно, но если человек что-то, может быть, плохое делает, я как будто стараюсь видеть лучшее. Какие-то бытовые абьюзеры, если попадаются, то я могу легко попасться и начинать оправдывать и от этого страдать. Скорее согласен, что я могу читать между строк. Ну, я отвечу полностью согласен. Хорошо. Знаю, мне кажется, я чувствую, когда человек говорит одно, а происходит что-то другое. Я обычно больше сосредотачиваюсь на всей картине, а не на отдельных деталях. Я думаю, что я полностью не согласна, потому что я как раз-таки концентрируюсь больше на деталях. Даже в прямом смысле, если говорить о картинах, то я больше зацикливаюсь, что там в каких-то мелких деталях и так далее, и это касается всяких других дел и вещей. Угу. Ну, я ответил скорее не согласен, просто потому что в плане специфики работы там надо обращать на эти детали внимание, и я привык всякие детали рассматривать, прям циклиться на них не всегда важно. Я не очень хорошо запоминаю номера телефонов. Полностью согласна, я вообще не запоминаю номера телефонов. Но я думаю, сейчас в наше время никто не запоминает номера телефонов. Соглашусь, да. Я вообще не помню номера телефонов. Я обычно не замечаю небольшие изменения в ситуации или внешности человека. Скорее, не согласна, даже полностью не согласна, потому что я сильно замечаю, если особенно что-то привычное, или, естественно, если человек, которого я хорошо знаю, то я замечаю, что что-то изменилось, даже если какая-то как-то не так стоит, какая-то коробка у человека в доме немножко подвинута. Не так, как обычно. Я про людей, наверное, отвечу скорее согласен. Потому что не всегда люблю пялиться на людей. Наверное, поэтому я не обращаю внимания иногда. Я могу определить, что тому, кто меня слушает, скучно. Я по дефу считаю, что все, кто меня слушает, им скучно. Поэтому я часто либо стараюсь ничего не говорить, либо если даже что-то очень хочется сказать, то я не вижу, скучно человеку или нет, я просто понимаю, что ему 90% скучно, поэтому я говорю, что извините, продолжайте. Но я не могу определить, скучно человеку или нет. Я просто думаю, что ему скучно. Окей. Что мне кажется, что все, что я говорю, это скучно. Поэтому я скажу, что я не могу определить, скучно ли человеку. Типа, я отвечу, что я скорее согласен, потому что я вижу, например, что ты скучаешь, когда, допустим, тусовка какая-то, и там разговариваю, я с кем-то разговариваю, и ты намекаешь,
ну, не намекаешь, по тебе видно, что тебе скучно, и еще по кому-то видно, что по нему скучно. Это не всегда значит, что мне надо прекратить говорить об этом, но замечаю. Если особенно вы один на один разговариваете об этом, то я вижу, но я не сразу прекращаю, потому что мне хочется договорить. Я понимаю, что скучно, но что ж поделать. Мне всегда скучно от всех. Да. Мне легко заниматься несколькими делами одновременно. Полностью не согласна. Мне сложно даже в течение дня миксовать какие-то разные дела, и лучше, если я даже на неделю занимаюсь каким-то одним делом, потому что если я начинаю переключаться даже в течение недели между делами, то получается не очень хорошо, и да, мне проще сконцентрироваться на одном деле и его делать. В плане, если это все же разделено по каким-то отрезкам в дне, тогда я могу с этим справиться. Ну, у меня, к сожалению, так приходится. Но легко ли мне это дается? Скорее не согласен. Гораздо меньше стресса все же сфокусироваться на чем-то одном. Реально ли это? Нет. Потому что всегда несколько вещей происходит, которые надо сделать. Но мне легче, если я все же хотя бы знаю, что эти 2 часа я делаю одно, а следующие 3 часа я делаю что-то другое. То есть я отвечу скорее не согласен, но не так, что я полностью согласен. Когда я разговариваю по телефону, я не всегда знаю, когда моя очередь говорить. Полностью согласна, потому что я вообще не понимаю, когда моя очередь говорить. Никогда. Ну да, мне всегда сложно понять, когда я могу встрять со своей какой-нибудь темой. Ну, я мало по телефону разговариваю. Но, в принципе, проблем нет понять, когда моя очередь разговаривать. Когда все на Новый год друг друга поздравляют, тогда сложно понять. Но так в целом легко понять, что сейчас мне надо говорить или так далее. Полностью не согласен. Мне нравится делать что-то спонтанно. Я думаю, что скорее не согласна. Даже если это что-то спонтанное, это все равно что-то, что я хоть как-то планировала. То есть я могу спонтанно предложить. То есть для кого-то это будет спонтанно, для меня это не будет не спонтанно, но что-то соскочить и куда-то полететь скорее нет. Ну да, у меня такая же ситуация. Я отмечу, скорее не согласен, потому что да, если даже это будет какая-то спонтанная мысль, это скорее всего что-то, чего я хотел когда-то. А если мне спонтанно кто-то предложит там, давай я к тебе в гости приду, тогда спасибо, нет, как-нибудь в другой раз. Нужен режим какой-то. Часто я последним понимаю шутку. Полностью не согласна, потому что я хорошо очень понимаю шутки, сарказм. А вот я думаю, что ты мог бы ответить в другую сторону, потому что иногда я что-то пошучу, или кто-то что-то пошутит, и ты... Шутки плохие. И ты очень долго Ну да. въезжаешь. Иногда я торможу, поэтому скорее согласен. Но не так, что это всегда. Иногда нормально. Да. Иногда бывают какие-то шутки, которые я не улавливаю. Вот. Когда я смотрю на лицо человека, мне легко понять, что он думает или чувствует. Я скорее согласна. Я тоже. думаю, что у меня нет проблем с этим, с определением эмоций у других людей. Если меня отвлекли, я могу очень быстро вернуться к прерванному делу. Полностью не согласна. Мне сложно фокусироваться на делах, и даже какие-то мелкие, пролетающая мимо птичка может меня отвлечь, и я могу уже пойти заниматься какими-то другими делами из-за этого. И да, меня очень легко отвлечь, и сложно потом вернуться. Ну и я не совсем прям драматично, но я отвечу скорее не согласен. Потому что если меня отвлекли, это меняет качество той работы, которую ты делаешь, ну, того, что ты делал до этого. Поэтому скорее не согласен, но не так, что совсем плохо все. У меня хорошо получаются разговоры ни о чем. Мне кажется, был такой вопрос уже. Что-то похожее было, да. Мне нравятся разговоры ни о чем, а тут хорошо получаются разговоры ни о чем. Полностью не согласна. Я думаю, мы уже отвечали на этот вопрос, поэтому без комментариев. Я не помню, что я ответил. Но мне кажется, что у тебя достаточно хорошо получается, по крайней мере, поддерживать любую тему. Не знаю, как ни о чем. Я не знаю, что это такое вообще ни о чем. Как это ни о чем? Ну, я, наверное, уже говорил то, что подойти к кому-то и просто начать разговаривать ни о чем. Нет. Это поэтому на всякие
Митапы не очень любил ходить. Но с друзьями, если вот надо заполнить паузу, то... Ну или поддержать какую-либо тему, то ты можешь это сделать. Ну, как бы... Даже если да. она вне твоих интересов. Ну да, ладно, я отмечу, скорее согласен, потому что как будто могу. Люди часто говорят мне, что я зацикливаюсь на одной теме. Я не знаю, люди мне такого не говорят, но ты можешь мне сказать. Наверное, да. Ну вот, тогда я отвечу, что скорее согласна. Мне люди ничего не говорят. Ну, Не знаю, скорее ты не тоже согласен. можешь зациклиться на какой-то теме и ресерчить что-то одно. Ну, допустим, выбираешь там какой-нибудь наушники или что-то такое, ты будешь про них долго читать, но это не значит, что ты будешь только об этом разговаривать с людьми. Ну, я вообще, да, мне кажется, не разговариваю об этом с людьми. То есть ты можешь спокойно поддержать какие-то другие темы и разговоры. Да. Вот. Ну, я думаю, тут, наверное, даже скорее полностью не согласен. Я понимаю, что что-то, что меня интересует, это не всем интересно. Ну, типа. В детстве мне нравилось играть с другими детьми в игры, где надо что-то или кого-то изображать. В детстве я изображала кота, но это было без других детей. Когда была ситуация, что я попала к девочкам, которые играли в дочки матери, там я, ну, как и до этого говорила, я не поняла, что там делать надо и как это. Ну, а тут именно про изображать. Ну, изображать там дочку-мать. Ну, ты не куклы, а именно изображаешь сам. У меня не было друзей, когда я была маленькая, если бы они даже были. Если даже с кем-то я пересекалась, с какими-то детьми, то никаких таких изображений я не припоминаю. Но сама по себе я изображала кота и думала, что я кот. Прям изображать из себя там медведей, всякое такое, нет. Это игры были скорее вот игрушки, и играешь с ними. Или вы играете там в стрелялки, бегаете по двору, что-то такое. Но именно изображать какую-то роль нет, и мне это не нравится. Мне нравится собирать информацию о категориях предметов, например, марки, машины, виды птиц, поездов, растений и тому подобное. Я думаю, что я отвечу скорее не согласна, потому что мне, может быть, и нравится коллекционировать каких-то там, не знаю, тех же китов, но информацию конкретно я не коллекционирую. Мне, может, нравится какой-то образ, тот же образ кита, но на этом как-то это и заканчивается. Я не коллекционирую информацию о, не знаю, о компьютерах, телефонах или чем-то таком, не знаю, нет. Угу. Ну, я отвечу сразу, полностью не согласен. Даже взять гитары какие-то, музыкой занимаемся, но мне вообще никогда не было интересно, какие там звучки, какие там гитары. Играешь, хорошо играется, все. Эта вещь исполнила свою функцию, там, собирать прям информацию, об этом коллекционировать, кажется, бессмысленно. Ну, мне, потому что Google есть. Мне сложно поставить себя на место другого человека. Скорее не согласна, я могу себя поставить на место другого человека, но мне гораздо проще, точнее, я скорее ставлю себя на место животных, я больше эмпатична именно к животным, чем к людям, но с тем, чтобы понять чувства другого человека, проблем у меня нету, но насколько я эмпатична к каждому человеку и его боли и страданиям, это для меня еще открытый вопрос. Ну, я, наверное, отвечу, что тоже скорее не согласен. Угу. Мне нравится тщательно планировать любые мероприятия, в которых я участвую. Мне не нравится планировать. Мне было сложно планировать, когда я поехала в первое свое путешествие с мамой одна. То есть я скорее как-то полагалась на то, что все разрулится по ходу событий. Я планировала только ключевые моменты, которые касаются, как куда-то добраться от точки А к точке Б, от аэропорта до отеля и так далее. То есть там, где то, что, так сказать, жизненно опасно и необходимо. Но что касается каких-то планирований и всего остального, мне было очень... Я не люблю планировать такие вещи. Ну, наверное, нравится. Как бы, допустим, если брать те же... Я не знаю, про мероприятия это сложно сказать. Но, допустим, поездки мне нравится все же распланировать ее, где вот расставить прям точки на карте и понять, как ты там, куда ты там и так далее. И если какое-то именно мероприятие, тоже приятнее знать, типа, что именно ожидать от него.
Во сколько ты придешь, во сколько ты уйдешь. Возможно. Поэтому я ставлю скорее согласен, чем скорее не согласен, но тоже такое очень зависит от того, что это. Если там есть другой человек, который все распланировал, то тоже прекрасно. Я получаю удовольствие от общественных мероприятий. Я бы сказала, полностью не согласна, потому что общественные мероприятия — это явно не встречи с хорошо знакомыми друзьями, с которыми тебе комфортно, и общественные мероприятия для меня — это шум, стресс и да. Ну, я так же сам. Окей. Тоже полностью не согласен. Мне сложно разобраться в намерениях людей. Скорее не согласна. Но, как я уже сказала, я могу наивно полагать, что люди только с добрыми намерениями и... Ну, ты пытаешься надеяться, что люди порой лучше, да, чем бывает, да. Человек говорит, что он не врет, и я подумаю, да, он не врет. Ну да, и некоторые вещи... буду верить, что этот человек честный и так далее. Я ответил скорее согласен. Новые ситуации заставляют меня беспокоиться. Полностью согласна. Новые ситуации 100% заставляют меня беспокоиться, и я их чаще всего избегаю. У тебя прям, да, такой совсем избегающий маневр включается, поэтому если бы просто... Я отвечу, наверное, скорее согласен, у меня есть стресс, но, наверное, вот полное такое избегание, ну, как бы нет. У тебя явно более ярко выраженное прям такое... Ну, например, те же путешествия я не люблю. Для меня это новая ситуация, и все незнакомо, и для меня это стресс. Мне нравится встречать новых людей. Скорее не согласна. Только если я этого человека нашла в интернете, он мне понравился, и я захотела его встретить. Но когда какие-то новые люди приходят в компанию, то мне скорее я закрываюсь. Ну, я тоже скорее не согласен. Мне, ну, если так брать действительно эмоциональную реакцию, наверное, которая возникает, я сразу напрягаюсь, когда узнаю, например, что там кто-то новый будет или кто-то, кого я не знаю, меня это очень сильно напрягает. Это не значит, что потом я с этим человеком могу не сойтись, но вот именно такая первая реакция, ну, напрягает. Да. Я хороший дипломат. Это кто? Я плохой дипломат. Полностью не согласна. Я, наверное, отмечу скорее, наверное, вообще-то скорее согласен даже. Да. Потому что, мне кажется, у нас даже с тобой был опыт, когда в разных отношениях с людьми, то, что мне приходилось я пытаюсь все время как-то сгладить какое-то, может быть, не так. Да, сгладить углы некоторые. Ну да. Я чаще скорее могу даже вступать в какие-то конфликты как-то. Ну да, а я их пытаюсь тушить. Я не очень хорошо запоминаю даты рождения людей. Скорее не согласна. Я запоминаю, думаю, даты людей, иногда даже каких-то рандомных людей. Я могу помнить, что в такой-то день рождения у такого-то человека. Я отвечу, скорее согласен. Я не очень хорошо запоминаю даты. Это так, какие-то даты у меня как будто есть в голове, они почему-то есть, и они там держатся, а вот остальные какие-то новые даты нет. Календарь нужен на телефоне или соцсети, чтобы это напоминали. Мне очень легко играть с детьми в игры, в которых надо что-то или кого-то изображать. Полностью не согласна, мне вообще нелегко. Я когда вижу детей, я не понимаю, что с ними делать и как с ними себя вести. Типа с позиции то, что я взрослый с детьми, совсем нет, я не понимаю, как интеракцию проводить с детьми. Я вижу, как люди это делают, но я не понимаю, как взаимодействовать с детьми, не говоря уже там об играть. То есть я полностью не согласен. Мне легко играть с животными и изображать что-то, когда с животными. Ну что? Это был последний вопрос. Мы ответили на 50 вопросов, и я надеюсь, что мы справились, что это будет. Нажмем, посмотрим, что результат скажет. Да, точно, давайте посмотрим. Что, мы ответили и ничего не посмотрим. У меня 38, высокий результат. У меня 25, нормальный. В общем, значит, у тебя 25, 25. у меня 38. Ну да, хотя как будто некоторые вопросы очень близко отвечали. Да, мне кажется, что на многие вопросы, даже есть вопросы, на которые ты отвечал как более, наверное, аутичный человек. Да, что многие воспринимали как более аутичное. Да, то есть у меня, например, в этих моментах не было каких-то проблем или выраженности. У тебя, наоборот,
Еще мне показалось интересно, что, ну да, мне кажется, вот эти вот вещи, когда там с людьми коммуникацию, то, что ты говорила, Но как это будто у можно... меня какие-то вещи проще, вот эти small talk, как обычно говорят, как будто, но у тебя это прям так наотрез некоторые вещи, да, как будто идут именно, а у меня как будто они такие более Да, свободные. несмотря на то, что ты интроверт, ты как бы можешь какие-то вещи поддержать, и, может быть, тебе это тоже как-то тебя устаешь от этого, но... Ну да, это просто Но у тебя это не такой естественнее и дискомфорт. проще, да. Это У меня не такой больше, дискомфорт. У меня это больше каких-то затрат внутренних, контроль себя, как я себя веду, как я нахожусь в пространстве, всякое такое, и все это очень отнимает много сил. И в целом формулировать мысли, вот это вот все очень тяжело. И вообще думать иногда чуть тяжело, иногда, да. Даже вот если брать какие-то мероприятия, как ходить, да, допустим, даже иногда ты можешь быть более замотивированным, сходить там, встретиться с кем-то, да, собрать там людей, что-то сделать Но активный вместе. потом в итоге ты. Да, но активный потом более активную роль занимаю я, а у тебя даже может начаться такое, что ты, по тебе совсем видно, что ты совсем устал, как бы от этого ощущения. Хотя изначально как будто бы желание больше проявляла ты, как будто это так немного странно, как будто получается, как будто я более, наверное, как это сказать, интровертный, да, потому что мне не очень хочется. Ну, мне как бы хочется, но у меня очень много волнения. Тебе не очень хочется, но ты умеешь, а мне очень хочется, но я не умею. Да. И у меня очень много волнения перед. Анализирование, все это и так далее, но потом уже в моменте мне хорошо. Я будто бы я сказал, я от этого не устаю. Ну, если там это 5 утра уже, тогда ясное дело, но в принципе, находясь в моменте, я могу очень долго это пребывать в нем. А у тебя прям видно, как у тебя так, как в играх, шкала жизни убавляется. Можете поделиться своими результатами в комментариях. Я надеюсь, что видео вышло интересным. Поставьте лайки Жене за то, что он осмелился участвовать во всем этом. И да, я надеюсь, что было интересно. И спасибо всем за просмотр. И пока-пока.